Представьте себе ситуацию. Вы встречаетесь с человеком и понимаете по ходу дела, что у него есть ярко выраженные нарциссические черты. И вот вы с ним поссорились, или он там вам устроил бойкот. Вы не общаетесь там день, неделю, месяц, и вы думаете, ну неужели он не скучает обо мне? Неужели для него я ничего не значу? Я сейчас вам назову 5 вещей. Если вы узнаете хотя бы 3 из них, это значит, что он гарантированно скучает по вам. Это означает, что он сейчас переживает жуткую ломку. Для вас это будет отрезвляющее видео. Меня зовут Евгений Масеев, я врач-психиатр и психотерапевт. За 20 лет практики я много раз сталкивался с тем, как работает вот эта вот нарциссическая тишина, нарциссическое молчание. Еще говорят об этом, что это наказание молчанием, токсичное молчание. Вы думаете, что его молчание это его сила, а вы слабая и покинутая. В этом видео я расскажу весь механизм, все, что происходит у него в голове, и вы поймете, что никакой силы там нет. Давайте проверим. Сейчас я буду называть эти вещи, а вы отвечаете мысленно, было ли это в ваших отношениях или нет. Первое. Он никогда не извиняется. Вот даже если совершенно понятно, что он накосячил, если это очевидно, от слова «извини» вы от него не услышите. Он может спустя какое-то время сделать вид, как будто бы ничего не было, чтобы, знаете, как будто бы была такая ситуация, что мы проехали. Просто он как будто бы ведет себя, как ни в чем не бывало. Или, предположим, если он понимает, что это не работает, может сделать даже какой-то жест. Он может чего-нибудь там принести вам, не знаю, кофе, сделать какой-то подарок, там, цветы подарить. То есть он как будто бы действиями как-то извиняется, но он никогда словами через рот не признает, что он был виноват, и никогда прямо не извинится. Второе. Ваша боль всегда вызывала у него какое-то глухое раздражение, а не сочувствие. То есть ему как будто бы неловко находиться с тем, когда вам больно. И он всячески старался это обесценивать. Говорил от фраз типа «да не переживай», до что ты вечно раздуваешь там из мухи слона, ты вечно накручиваешь, с тобой уже невозможно разговаривать с такими твоими эмоциями. То есть он никогда прямо не сочувствовал, прямо не говорил, что я вижу, как тебе плохо. Всегда старался как-то это дело замять, косметически замазать. Третье. Он или она, ваш партнер, любил вас наказывать в отношениях. Это может быть наказание молчанием, наказание сексом, наказание общением. Вот, например, вы с ним общаетесь, и он вдруг начинает так пассивно-агрессивно отвечать односложно. Знаете, как говорят, через губу. То есть отвечает так, как будто бы показывает всем своим естеством, что он общаться не хочет, но формально вроде общается. То есть он в отношениях использовал паузу как дрессировку. Четвертое. У него есть маниакальная потребность хорошо выглядеть в глазах окружающих. То есть все окружающие люди думают, что просто золотой человек. Вот где-то в компании он такой супер обходительный. Вот тому стол подвинет, тому что-то там скажет, этому там спасибо, пожалуйста скажет. Такой вот очень прям сладкий. Вся его темная сторона достается только вам за закрытой дверью. То есть никто не видит его, когда он раздражен, когда он угрюмый, когда он пассивно-агрессивно себя ведет. Вот для вас он, да, такой вот некрасивый, все остальные считают его просто замечательный, идеальный, так сказать, член общества, идеальный семьянин. Пятое. Во время всех ссор он всегда держал дверь приоткрытой. То есть вот вы поссорились с ним, разошлись, и потом оказывается, что он у вас дома оставил какие-то очень важные для себя вещи. Там какой-то документ или компьютер. Есть повод вернуться. Или вы вроде бы не разговариваете, но вы видите, что он просматривает ваши сторис или ставит вам какие-то лайки. То есть всегда, даже во время самых сильных ваших ссор, он оставлял это ощущение незримого присутствия своего. 3 из 5 совпало. Тогда можете выдохнуть и слушайте следующие 10 минут очень внимательно. Дело не в том, что он вас забыл. Вы можете задаться таким вопросом. Если я для него важна и он скучает, чего он туда не напишет и не позвонит? Вы совершаете ошибку, если примеряете свою логику, свою какое-то видение и отношение к отношениям к тому же самому нарциссу. Как устроены люди с условно здоровой психикой, которые выстраивают стабильные отношения. Если я по тебе скучаю, я тебе тогда позвоню. Если мы поссорились, но я скучаю, я постараюсь помириться. Если мне плохо, ты для меня важен, я как-то постараюсь, не знаю, тоже тебе позвонить, или чтобы мы как-то с тобой смогли это поговорить. Потому что в этом смысл отношений. Для нарцисса отношения это не про любовь, не про значимость, не про ценность. Для нарцисса в отношениях важны 2 вещи. Это власть и нарциссический ресурс. Что касаемо власти, нарцисс любые отношения видит как такую примитивную иерархию, где есть первый и последний. Если я первый, значит ты последний. Если ты первый, значит я последний. Для нарцисса невозможно, просто непереносимо находиться в отношениях, где он не первый. Потому что если он не первый, он тогда последний. Это называется схлопыванием нарциссической уничтоженности. Вторая вещь — это ресурс. Нарциссу важно получать от другого человека нарциссический ресурс. То есть внимание, послушание, чтобы он мог контролировать, чтобы он мог как-то, не знаю, в глазах другого человека блестеть. То есть ему важно получать от другого человека как функцию для себя. Что же происходит в ситуации, если он объявил вам бойкот или вы расстались? Нарцисс понимает, что в его голове так это устроено. Кто первый выйдет на связь,
тот, значит, проиграл. Кто первый показывает, что ему важны отношения, значит, он в этой ситуации менее важный. То есть, если нарцисс начнет первый выходить на связь с вами, то он для себя в своей голове подпишется под тем, что он в этих отношениях второй, то есть, читай, последний для него. И для него это непримиримо. И он будет ждать из последних сил. Он находится вот в этой вот своей нарциссической ломке, потому что он не получает от вас достаточного нарциссического ресурса. Он не получает вашего этого какого-то, не знаю, восхищения. Он не может вами управлять. Но вот вы у него в голове есть, и то, что он за вами так издалека следит, это вроде бы как, ну вот немножко такой тоненькой стручкой какой-то ему ресурс дает. Ему важно дождаться, пока вы первое выйдете на связь. Но что он делает прямо сейчас, когда молчит, когда вы его не видите? Я сейчас разберу 3 классических типа поведения. Понятно, что там могут быть какие-то вариации, но вот есть 3 классических вида поведения, с которым сталкиваются обычно люди, когда находятся с нарциссом. То есть потом узнают, чем он занимался, пока был этот неконтакт. Первая стратегия поведения — это тихая разведка. Это когда он все еще молчит, но незримой тенью присутствует где-то вот вокруг вас. Вы замечаете, что он просматривает ваши сторис. Или он ставит лайки вашей маме или какой-то подруге, потому что он знает, что вам об этом доложат. Или вы где-то пересекаетесь с ним вживую, там, в спортзале, где-то в кафе. Например, вы заходите в какое-нибудь там кафе, вдруг видите его и понимаете, что он видел вас уже, что он заметил. Но он делает вид, что он вас не заметил. И даже если вы проходите мимо, он ждет, что вы первое сделаете какой-то шаг, вы должны первое заговорить с ним, а он делает вид, что вас не существует. Он все еще морозится. Вторая стратегия поведения — это когда он старается косвенно влиять на вас. Это когда он прямо в ваш адрес молчит, но начинает вдруг очень громко жить. Он выкладывает вдруг фотографии, где он на каких-то фестивалях, каких-то путешествиях в компании каких-то веселых там мужчин и женщин. Может выкладывать фотографии с какой-нибудь там девушкой. Эти все фотографии, все его, ну, вот эти вот иллюстрации его счастливой, беззаботной жизни, все это шоу для одного зрителя, для вас. Он надеется, что вы это все увидите, что вы будете испытывать неприятные эмоции, потому что вот вы только недавно расстались, вы еще переживаете, как живой нормальный человек, а у него уже вроде бы как там какая-то идеальная жизнь, он себе уже нашел какую-то новую женщину, там, или если это женщина, нового мужчину на себе нашла. В такой ситуации он ожидает, что вы будете как-то реагировать, что вы как-то, ну, хотя бы со злостью выйдете на контакт и начнете ему писать, что типа, что ж ты за гад такой, как ты себя так ведешь. Любая ваша реакция для него — это бензин, потому что мы помним: власть и ресурс. Вот он тогда получит и то, и то. Третья стратегия поведения — это пинг из ниоткуда. Вы с ним не общаетесь 2 месяца, и вдруг посреди ночи приходит сообщение: привет, а как называется тот фильм, который мы с тобой в сентябре смотрели? Вот я не могу никак вспомнить. Или, например, он пишет какое-то сообщение, потом удаляет его, и потом пишет снизу: извини, не тебе. То есть вы видите удаленное сообщение: извини, не тебе. Любые его вот эти вот неожиданные появления — это не что иное, как пинг. Он пытается проверить, вы еще на крючке. То есть он как будто бы так нечаянно вот мимо делом появляется и ожидает, что вы начнете продолжать общение. И он воспримет это как сигнал, что он для вас важен и вы хотите общаться. А он просто как бы так вас спровоцировал. Узнали эти стратегии поведения? Ну, теперь вы понимаете, что это не равнодушие по отношению к вам, это его такая нарциссическая компенсация. Так устроено вот это его нарциссическое эго. И здесь начинается самое страшное. Если я это все вам рассказал, и вы так про себя внутренне выдохнули и думаете: ну, слава богу, то есть это у него такая игра, все-таки я для него важна, он просто делает вид, что я для него не важна. На самом деле это для него какая-то жизненно важная штука. И если это приносит вам облегчение, то означает, что вы находитесь в мертвой хватке, вы находитесь в зависимости. Пока вы думаете, почему он так себя ведет, почему он со мной не разговаривает, почему он меня мучает, неужели для него это важно или не важно, пока вы думаете про него, почему он, вы утрачиваете в этот момент себя, вы просто себя не замечаете. И вы находитесь, по сути, в зависимости. Вы также являетесь частью этой игры, вы эту игру поддерживаете. Понять, что он манипулирует, и осознать механизм его манипуляции — это первый шаг, который добавляет немножко спокойствия, который немножко добавляет понимания того, что происходит. Но за ним наступает следующий шаг. Вам нужно перевести фокус внимания с него к себе. Понять, почему вы оказались в этих отношениях, почему вы реагируете, почему вам важно, что он думает, почему вот даже когда он ведет себя с вами, ну, по сути, ну, не очень хорошо, он вот наказывает вас молчанием, и вы бы от других людей этого бы терпеть бы не стали ни в коем случае, а от него вы это терпите, и почему? Что вас с ним связывает, на что вы клюнули, в какую вашу потребность он попал. Вот именно с этим очень важно работать, чтобы впредь вы не попадали в подобные отношения. Я тут вот хочу сказать одну очень важную вещь. Вы никогда не выиграете в эту игру, кто кого перемолчит. Потому что для него ставка — это выживание его эго, а для вас ставка — разрушение вашей нервной системы. Просто ставки не равны. Единственный способ здесь победить — это просто выйти из этого игрового стола, перестать играть в эти игры. Перестать мониторить его тишину и начать слушать себя. Свои настоящие желания, свою боль, свой страх остаться одной.
Работать нужно не с нарциссизмом, работать нужно с тем крючком внутри вас, за который он вас зацепил. Вырвать, так сказать, этот крючок самостоятельно, в одиночку, когда вы истощены месяцами этих отношений, невозможно. Именно для этого нужна психотерапия. Когда вы перестаете анализировать его, пытаться понимать, что там у него в голове происходит, и начинаете восстанавливать себя. Если так в общем, то на психотерапевтических сессиях нужно разбираться не с тем, почему партнер клиента молчит, а с тем, как клиенту дышать полной грудью, как быть счастливым, как идти в дальнейшую свою жизнь, которая будет лишена этих разрушительных отношений. Вы можете записаться ко мне на психотерапию. Ссылка для записи на консультацию есть под этим видео. Я работаю с клиентами из разных стран. Сделайте этот первый очень важный шаг. А в комментариях напишите, с какими пингами вы сталкивались, как ваш партнер с нарциссическими чертами пытался вывести вас на эмоции так, чтобы вы первые вышли на контакт. Я вам буду благодарен, если вы поделитесь своим опытом. Ну на этом все. Берегите себя и своих близких, и до встречи в следующих выпусках.